Итак, я прикрепил к этой доске изображение человеческого мозга. Почему я это сделал? Потому что я изобрел наиболее рациональный вид мышления. В этих фильмах идет речь о техническом изобретательстве, но в принципе мой метод годится для любого вида умственной работы. Здравствуйте, я Валентин. Мы начинаем очередное занятие по решению логических задач. На прошлом уроке я говорил, что в этом фильме мы уже перейдем от теории к практике. Но перед этим я решил вам поподробнее объяснить, как именно я вас буду обучать. Вы видите доску, фломастер, которым я буду рисовать на ней эскизы. Вы видите столик с различными предметами. Зачем вообще весь этот хлам нужен? Причин несколько. Начну с того, что главная причина – это то, что у каждого человека есть свои капризы, и их вовсе не обязательно выставлять на показ. Если объяснить поподробнее, то чем парадоксальнее путь от вопроса к ответу, тем быстрее ответ придет в голову любого человека. Это значит, что при обдумывании какой-то проблемы, при решении какой-то задачи не нужно стесняться никаких своих мыслей, даже если они у тебя самого вызывают отвращение. Допустим, когда я решаю какую-то, казалось бы, самую банальную логическую задачу, мне почему-то в голову начинают лезть всякие неприличные мысли. Но, с другой стороны, если бы я в данном случае играл роль не учителя, а ученика, и смотрел бы чьи-то похожие на мои фильмы, в лучшем случае они бы мне показались скучными, а в худшем – жестокими фильмами, в которых полным-полно садизма. Многие из вас уже, наверное, догадались, как я решил выйти из этого положения. В качестве аналогии я буду использовать эти предметы. В начале этого фильма я говорил, что есть и другие причины, по которым я не могу использовать любой зрительный образ или любую словесную формулировку в качестве аналогии. Дело в том, что в идеальном случае я должен обдумывать решение задачи только во время съемки этих фильмов. Это нужно для того, чтобы ход моих мыслей соответствовал содержанию фильма. Или, скорее, даже наоборот, содержание фильма соответствовало последовательности моих мыслей. То есть, ограничивая себя в возможностях, я сам себя ставлю в такое положение, в котором мне труднее вас обманывать. Конечно, будут и исключения из этого правила. Я тоже человек, и иногда я не смогу удержаться и буду думать об этих фильмах в промежутках между их съемками. Несмотря на то, что это негативно скажется на качестве этих уроков. Предметы, которые стоят на столе, перед каждым новым фильмом я буду заменять на другие. Теперь я объясню, зачем нужна доска, фломастер и вот эта губка, которой я стираю эскизы. Во-первых, очень важно отделить два процесса. Первый процесс – это выбор нужной аналогии, то есть нужного предмета. Второй процесс – это выбор той детали, которая
в наибольшей степени пригодится для того, чтобы она навела меня на продуктивные мысли. То есть первый этап в этой работе я оцениваю в баллах все предметы по той схеме, про которой я говорил на прошлом занятии. Второй этап. Я выбираю нужный предмет. Это происходит практически мгновенно. Ну вот, например, я выбрал это ведерко, на котором нарисован медведь из диснеевского мультфильма. Теперь я рисую его эскиз. Но я должен рассказать, по какому принципу я выбрал этого медведя, а не, допустим, этого. Это что-то очень похожее на то, как будто на столе стоит торт, и я выбираю самый вкусный его кусок, беру ложкой и пробую. Очень похоже психологически. Ну, неважно, я выбрал этого медведя. Теперь я рисую его эскиз. Конечно, не всего, а только части. Ну вот, как видите, я сделал эскиз этой мордочки этого медведя. Теперь мне остается только сказать, что при оценке в баллах я буду использовать 20-бальную шкалу, которая состоит из 10 положительных и 10 отрицательных баллов. На следующем занятии я сформулирую задачу, которую мы будем решать, вернее, я ее буду решать, а вы у меня будете учиться, как это делать, и мы уже приступим к настоящему делу. До новых встреч!